Viete čo, my sme veľmi prekvapení z toho, ako viete hrať. Я уехал из дома в 15 лет. Уроки жизни нельзя прогулять. Привет. Я расскажу, почему я решил поступить в Словакию, каково было учиться без знания языка и, самое главное, сколько стоит обучение в Словакии. Я родился и вырос в Украине, в маленьком городке Долина. Сын моего педагога, он стал первопроходцем, успешно окончив консерваторию. Посоветовавшись, решились, поехали на прослушивание в консерваторию в Словакию. Тогда мне было 14-15 лет. Меня приняли, это было очень забавно и душещипательно. Лучшие воспоминания, я языка вообще в принципе не знал. Получилось так, что когда мы приехали, мы как раз заходили, потому что было 2 класса. В одном классе были цимбалы и учитель, во втором классе были другие цимбалы, и ты мог заниматься. Сначала пошла Анешка играть. После того, когда вышел Алекс, я немного боялся, но так как я не знал языка, то есть со мной разговаривать они, по сути, не будут. Я сыграл им ту программу, которую мы приготовили с моим педагогом в Украине. Я не знал, но это было настолько приятно, когда я услышал с соседнего класса, начали просто вот так все там аплодировать. Я такой, а почему? Когда я ходил в музыкальную школу, мы занимались и именно делали программу консерватории. Все были ошарашены. Это было самое лучшее ощущение. Когда мне сказали, viete čo, my sme veľmi prekvapení z toho, ako viete hrať. Для меня это тогда было шоком. Я уже чувствовал, что этот город мне чужд, я буду здесь сам, мне придется как-то жить. Учеба в Словакии – это другой тип учебы, более европейский, чувствует свободу и независимость. В то же время, будучи 15-летним ребенком, вся ответственность валится на мои плечи. Я потом уже говорил сам себе, уроки жизни нельзя прогулять. Когда я находился в Словакии, был какой-то круг общения. Была воспитательница, которая взяла за меня ответственность. Учитель, который отвечал за меня. Даже если я находился далеко от дома, с моими родителями эти люди имели какой-то контакт. Что касаемо учебы, у тебя ответственность за самого себя. Тебя никто не будет заставлять что-то учить. Ты никому не нужен в принципе. Наши учителя, которые там учили, они всегда говорили, мы те, кто приоткрывает дверь, а уже вам решать, идти прямо или остаться здесь. Европейская учеба, и даже сейчас, находясь в Англии, ты сам отвечаешь за то, чем ты хочешь заниматься в жизни. Тебе дают пищу для размышлений, далее ты должен сам все выбирать. Тут там сзади выходит из дома, поэтому подождите. После 4 лет учебы мы сдаем экзамен, который называется матурита. После данного экзамена можно поступать на высшее образование. Я сдавал экзамен с словацкого языка с коренными словаками. 1 это безупречно, 5 это плохо, то есть у меня 3. Далее, после 4 лет учебы, 2 года педагогический минимум. То есть мы изучали психологию, дидактику, предметы все, которые нужны для начинающего педагога. В те годы я также параллельно работал в музыкальной школе учителем. После 4 или после 6 лет в консерватории у вас есть возможность поступить на высшее образование. В моем случае я поступил в академию. Можно поступать уже после матуриты. Вы сдаете его с 5 предметов. Языки, словацкий, английский, предметы, которые относятся к музыке, то есть это история музыки, это теория. Если вы не сдали за первый раз, у вас еще есть одна возможность сдать. Но если вы и завалили это, то вы должны еще раз целый год проучиться. Вы можете потом пересдать этот экзамен. Вы можете в перспективе стать учителем своего же направления. У меня есть титул, который называется This Art. Я могу работать учителем, плюс играя какие-то концерты, творческая жизнь учителя-исполнителя. 2 причины, почему я решил, что я не хочу этим заниматься. У меня была идея поехать в Польшу, открыть свою музыкальную школу, свой класс. Я пытался это сделать, так как в Польше вообще никто не знает о таком инструменте, как цимбалы. Я был вынужден выбросить эту идею, потому что, с этого бы и ничего не получилось. Второй момент. Я был полноценным учителем почти 2 года. И за это время я увидел, насколько нелояльное вообще отношение родителей к учителям. У меня вот было 2 случая. Девочка ходила на все инструменты, которые были в музыкальной школе. Я чувствовал, что у нее какие-то проблемы психические. Нужно это решать. Позвонил, сказал, папа, мама, у вас просто, не то что проблемы с ребенком,
ему нужна помощь, потому что ребенок просто живет в своем мире, ты тратишь свои нервы, энергию и так далее. У меня был противоположный случай. Это прекраснейший ребенок. Он в 7 лет сам понимал, что нужно прийти, приготовиться. Он мне даже вот рассказывал историю, вот этот Мартин, да, ему 7 лет. У него рассуждение, как у человека, которому за 40. Ребенок, даже играя в футбол и слушая своих сверстников, он говорит, я пришел поиграть в футбол и просто хотел насладиться процессом, чтобы мне было приятно, что я не потратил день зря, зарядился позитивными эмоциями. Это мне говорит 7-летний ребенок, понимаете? Но вот был один случай, у нас должен был состояться концерт. Случилась такая ситуация. Это была пятница, и тут приходит его мама. 3 минуты после окончания урока мы специально принесли в зал цимбалы, и она заходит такая в зал на нервах, и типа, почему вы держите моего сына, у него уже закончился урок. Я всегда старался находиться в классе, заниматься больше. Это не единичный случай, то есть я вам просто говорю на примере того, что я запомнил, что у меня улежалось в голове, и я сказал себе, нет, я не хочу этим заниматься. Целая перспектива – это то, что я мог стать учителем. Но я сказал, что, наверное, учителем я не буду. Лучшие годы. Несомненно, это были мои лучшие беззаботные годы. После переезда в Словакию как раз в 2015 году ввели бесплатные поезда. И объездил всю эту прекрасную страну. Поехать кому-то в гости, посмотреть, как живут словаки, проникнуться этой культурой, этими традициями. Большая семья, все поют, все играют, все музыканты, кстати. Даже если это просто хобби. Также я бы хотел передать привет Анешке и Кларе. Они приглашали меня домой на выходные. Когда я видел эту такую семью, я себя чувствовал как дома. Я благодарен в первую очередь своим родителям, что я уехал из дома в 15 лет. Мама меня поддерживала, папа тоже. Это выбор каждого. Да, были очень сложные времена, когда я даже думал о том, чтобы покончить с собой. Этот этап прошел каждый человек в своей жизни. Творчество — это довольно такой трудоемкий и тяжелый процесс. Огромный совет. Обязательно обсудите это со своими родителями. Если вы сможете уйти из дома в 15-16 лет, уехать учиться сам или сама, это будет огромнейший плюс в жизни, и вы действительно будете благодарны своим родителям, если, конечно, у вас есть этот огонь, и вы верите себе на 100%. Цены. Я жил в общаге с спортсменами. Общага с консерватории, которую там предоставляли, они закрывали ее на выходные, потому что студенты все словаки, и они уезжали домой. Ну а мне куда-то ехать. Комната стоила 25 евро, все новое, то есть полы, шкаф, постель, даже был умывальник в комнате. Еда была в консерватории, обед и ужин. Суммарно я платил за день 3 евро. На выходных я тратил 15-20 евро. Или ел в ресторане, или готовил сам. В месяц получалось где-то 130-150 евро. После окончания 16 лет я получил польское гражданство, что, соответственно, облегчило мое нахождение вообще, в принципе, в Европе. Денег заработать в Словакии не получится. Почему? Когда я хотел найти работу, я ее не нашел. Все хотят, чтобы ты работал на full time от 8 до 6 или до 7. Можно как-то выкрутиться, найти какой-то или магазин зимой в этих киосках, продавать колбаску. Очень сложно найти работу для студента, чтобы зарабатывать себе и плюс еще учиться. Ну и давайте немножко о городе. Банска Быстрица — это сердце Словакии. Однажды побывав там, вы больше не захотите ехать в какую-то Братиславу. Горы, красивые виды, вкусная еда, места, где можно отдохнуть. К тому же это центр творчества. Это, по сути, сцена профессионалов. Стоит обязательно посетить. Также я закину на канал концерты, выступления. Надеюсь, что вам понравится. Не забывайте подписываться на мой канал. Если у вас есть какие-то идеи, вас интересует какой-то конкретный вопрос, на который вы бы хотели ответ от меня, пожалуйста, не стесняйтесь. Комментарии для вас. Спасибо вам еще раз за то, что посмотрели этот ролик до конца. Все те, кто желает, планирует ехать учиться в Словакию, обязательно делайте это. Мне кажется, что даже главное не образование, главное то, чем ты живешь. Если ты хочешь, все можно сделать. Главная мораль этой всей истории: если вы хотите ехать учиться в Словакию, обязательно это делайте. До новых встреч, всех обнял!